Недавно я ездил в Саудовскую Аравию. Удивительная страна. Удивительные, очень щедрые и гостеприимные люди. Город Эр-Рияд, знаете, поразил меня просто. Там все еще только начинается. Но, тем не менее, очень хороший ресторан арабской кухни я там уже нашел. Называется тот ресторан «Тилия». И если кто будет в Эр-Рияде, передавайте привет моему новому другу Ахмеду. Так вот, в Саудовской Аравии я был на очередном конкурсе кулинарных книг. Впервые этот конкурс прошел не где-нибудь в Европе, даже не в Китае, а именно в Саудовской Аравии. В столице, можно сказать, мусульманского мира. Как всегда, получил приз, надеюсь, что заслуженно. Называется это специальный приз жюри за книгу «Сталик Видеобук», о которой я вам много-много раз уже рассказывал. Книга составлена из самых лучших рецептов, которые выбрали вы. То есть я взял список рецептов на моем канале, в который вы посмотрели больше всего, где больше всего лайков, где вы больше всего написали каких-то хороших слов, больше всего подписчиков. И именно из этих рецептов состоит эта книга. Я надеюсь, что рецепт, который я вам покажу сегодня, тоже войдет в одну из будущих книг. Это будут бараньи голяшки по-арабски. Зря, очень зря мы прекратили использовать лавровый лист. Прям вот лавровый лист вышел из моды. А везде в мире хорошие повара продолжают его использовать, и это очень вкусно. И я раскладываю вот такой вот звездочкой этот самый лавровый листик. Сюда я хочу добавить еще и другие звездочки, которые называются бадьян. Парочки штук будет вполне достаточно. Несколько коробочек кардамона, ну, не знаю, там 6 или 7, вот так, в разные места. Одну палочку корицы, еще немного кардамона, соли по всей сковородке, потому что мясо будет лежать, и оно снизу должно тоже присолиться, а не только сверху. Красный перчик я оставлю на потом. Итак, выкладываем всю сковородку бараньими голяшками. Мясо это требует длительного приготовления и желательно в присутствии воды. Еще раз присолим мясо сверху и закладываем все остальное мясо. Ну, пусть будет в 2 этажа, так сказать. Соли вполне достаточно, недостаточно только остроты, потому что все остальные специи, ну это, собственно говоря, такие сладкие, приятных ароматов специй. Черный горошек, посмотрите, сколько я беру его. Ну, наверное, с целую столовую ложку. И рассыпем вот здесь вот, где-то щелки есть между мясом, вот пусть там и лежит. И пусть добавляет немного и аромата, и жгучести, и правильной, очень аппетитной остроты. Сейчас все очень просто. Мы должны залить эти голяшки водой. Огонь. Сковородка. Курица. Очень тепло. Уютно. Очень мило. Так по-домашнему. Но иногда чего-то не хватает. Например, нам не хватает спонсоров. Это соус курицы можно добавить и потом. А о рекламе лучше позаботиться заранее. Приходите, убедитесь, мы умеем снимать вкусную рекламу. Итого, здесь примерно 3 килограмма голяшек. Я не взвешивал. Брал поштучно. Вот 16 штук. Нас 8 человек. Каждому по 2 голяшки. Будет очень хорошо. Будет очень сытно. И всего лишь навсего 700 грамм воды. Зато какой воды. Ставим на огонь и готовим на медленном огне
часа полтора, либо два, до тех пор, пока мясо не станет очень мягким. Одним словом, увидимся с вами сразу после рекламы. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственным верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Мясо я не просто отварил, точнее приготовил, видите, как на пару. Его не переворачивали ни разу. То, что приготовилось на пару, и то, что приготовилось наполовину в воде, теперь неотличимо друг от друга. Но его вынули из сковороды и дали слегка подсохнуть и остыть. Знаете, что осталось в сковороде? Просто чудо какое-то. Посмотрите, какой бульон. Потрясающий бульон. Ох! Этот бульон нам с минуты на минуту понадобится. Но сейчас скорее, безотлагательно, надо порезать лук и разогреть топленое масло. Вот у меня топленое масло и садж. Либо большая сковородка. Можно было бы на это, но все мясо не поместится. А здесь получится очень красиво. Выкладываем в центр саджа масло, причем это топленое масло. Могу сказать вам, что в арабских странах топленое масло ценится очень и очень. Невероятно его там любят. И я беру лук, но не просто лук, а лук-шалот. Так надо, знаете, можно взять, конечно, и обычный лук, но есть вероятность, что он превратится у вас в эдакую кашу. Я нарезаю лук довольно толстыми ломтиками, по 2-3 миллиметра толщиной. И лук вот сюда. Лук должен пожариться до красивого румяного цвета в этом масле и тем самым ароматизировать масло. Скорее, скорее, поторопимся. Вообще, блюдо у нас уже практически готово. Можно гостей усаживать за стол. А еще лучше подать такое блюдо не к столу, а вот прямо здесь, где уголь, где дрова, где садж. У меня сегодня на газу, какая разница. Лишь бы горелка горела хорошо, красиво.
Итак, у нас будет великолепное ароматизированное масло. В нем мы будем обжаривать мясо, которое уже ароматизировано. Ароматизировано за счет того, что оно варилось вместе с чудесными специями. Но на само мясо неплохо бы добавить некоторых специй. Для начала вот сюда, для начала прямо в масло я хочу доложить немного красного острого перца. Ну, какой он острый? Сейчас зима, солнышка нет, поэтому перец не такой уж острый, каким он бывает летом. Летом, а сейчас так, перец и перец. Впрочем, все будет очень хорошо. Все будет очень хорошо, потому что мясо будет готовиться не просто вот обжариваться в этом остром и ароматном масле, потому что мясо будет подано с чудесным соусом, которого вы никогда не пробовали. Ну, большинство из вас, по крайней мере. Потому что компоненты для этого соуса я пока что не встречал здесь в России. Возможно, просто не обращал внимания. Это очень удивительные компоненты. Называются они финиковый сироп. Саудовская Аравия прямо родина уникальных фиников. Ну вот такие финики, вот эти вот красненькие, они вырастают практически везде, по всему Востоку. Вот эти так называемые белые не везде. Мне кажется, что они вкуснее. Но самые вкусные, самые потрясающие финики — это вот эти, черные, родом из Медины. Медина — это родной город пророка Мухаммеда и священный город для всех мусульман. Но финики, которые там вырастают, просто потрясающие. Так вот, про этот сироп. Для чего его делают? Ну, во-первых, можно чай пить и добавить туда этот финиковый сироп. Особенно, если когда кто-то простыл. То он работает примерно так же, как работает мед. Но еще его используют для приготовления арабских блюд. И именно это я хочу сегодня сделать. Смотрите. Возьму немного сиропа и возьму немного чего-то кислого. А что-то кислое у меня тоже есть. Это азербайджанский соус наршарап, который представляет собой, по сути дела, точно такой же сироп, только из граната. Понимаете, вот сочетание финики и гранат. Да. Браво. Браво. Это очень-очень хорошо. И для того, чтобы это было очень хорошо, мы наливаем не просто соус. Сейчас сюда же необходимо добавить наршарап. Будем пробовать, будем несколько раз пробовать, для того, чтобы подобрать удачный кисло-сладкий баланс. Наршарап тоже бывает кислым по-разному. В один наршарап сахара побольше добавят. Другой наршарап сделан из сладкого граната, а положено делать только из очень кислого граната. И сюда же, я думаю, добавлю немного бульона. Вот совсем чуть-чуть. Вот теперь можно и попробовать. Хорошо. Это очень интересно. Все специи, которые были у нас во время приготовления мяса, вдруг они проснулись, вдруг они ожили. И все-таки я добавлю еще немножко кислоты, но это будет лаймовая кислота. Кислота из лайма. Лайм и лимон имеют очень разный вкус, имейте в виду. Очень разный вкус. Все. Лук вот пожарился ровно так, как надо, золотисто-красный. Отодвигаем его на края. С лаймом успеем заняться. И раскладываем вот эти наши голяшки. Окунули в масло и сюда, наверх. Окунули в масло и наверх. И пусть готовятся. Обязательно, обязательно. Каждый ломтик мяса, каждую голяшку непременно в масло.
Итак, мясо само ароматизировано, там даже черный перец был, но этот черный перец, что от него уже осталось, скажите, пожалуйста? Да уже практически ничего. А вот свежий перец был бы очень уместен в данном случае. И сейчас я добавлю свежего перца сюда. Итак, сок лайма для соуса. Не просто кислота. Это удивительный, чудесный аромат. Вместе с острым будет работать замечательно. А еще мне нужна зира, которую я привез тоже из Саудовской Аравии. Зира, не просто так зира, зира суданская. И черный перец. Черный перец в ступку. Здесь пол-столовой ложки черного перца. Возьму пол-столовой ложки суданской зеленой зиры, которая обладает просто уникальным волшебным ароматом. Все растираем. Ох, вот это да! Вот это да! На мясо. Прямо на мясо. И вливаем соус. Соус вливаем вот сюда, в середину. И дальше этим соусом мы будем поливать мясо для того, чтобы соус пристал к мясу. Поливаем, сок стекает, ничего страшного, мы потом еще раз перевернем, и рано или поздно весь этот сок карамелизируется и окажется именно на мясе. И будет ой как вкусно. Я убрал огонь из-под центра саджа. Понимаете? Ну, конечно, можно было бы это сделать точно так же на простой сковороде и соус держать в каком-то ковшике, подогревать его рядом. Все возможно. Просто в садже это делать гораздо удобнее. Переворачиваем. Предвижу вопросы, а вот чем заменить у нас такого финикового сиропа нет и никогда не будет. Наверное, если не будете требовать от продавцов, то никогда не будет. Всего, что угодно, все, что мы используем, когда-то не было в продаже. Понимаете, когда-то не было в продаже соевого соуса. Теперь же он есть. Почему? Потому что возник спрос. Так вот, я сейчас пытаюсь организовать спрос на удивительно вкусный продукт, на финиковый сироп. Бывает кленовый сироп в Канаде где-то делают, да? Бывает так называемый бекмес в Азербайджане делают. Это сироп из тутовника, из ягод шелковицы, либо из арбуза даже делают тоже бекмес. И он вполне может заменить собой и мед, он вполне может заменить собой вот жидкую часть варенья. Собственно говоря, почему бы не взять жидкую часть какого-либо варенья, скажем, того же абрикосового? Оно не слишком сладкое, да, и если добавить в него что-то кислое, ну, гранатовый соус, либо сок лайма и так далее, то все сработает идеально. Вот это кисло-сладкое сочетание характерно для всего Востока. Так готовят, собственно говоря, и в Марокко, так готовят и вот в Саудовской Аравии. Но при этом я хочу сказать, что и наша хорошо знакомая и любимая узбекская кухня тоже, по сути дела, построена на кисло-сладких сочетаниях. Ну, что такое шурпа? Там сладкий лук, сладкая морковка, там другие какие-то сладкие продукты. Ну, картошка тоже, по сути дела, сладкая. Но плюс к этому там есть и что-то кислое, да? В плове барбарис, в шурпе помидоры, в каких-то других блюдах тоже что-то кислое и сладкое обязательно сочетается вместе. Может сначала показаться, что все черное, все сгорело. Нет, конечно нет. На самом деле ничего не сгорело. И если вы будете делать это, не знаю, вместо финикового сиропа из черных фиников, возьмете, например, тот же самый абрикосовый сироп, либо какой-то очень светлый мед
и смешаете его с чем-то кислым, подумайте, у вас же вот для чего, собственно говоря, фантазия работает, то получится другого цвета. Но вот это восхитительно и аутентично не только по внешнему виду, но еще и по вкусу, и по аромату. Знаете, я здесь небольшую от себя тяну. Мелко порезанная мята, мелко порезанная кинза, красный стручковый перец, чуть-чуть цедры лимона натерли и лаймового сока еще добавили. Думаю, что вот эта зелень будет вот здесь на мясе очень и очень уместно. Будет очень ароматно, симпатично и очень вкусно. Желаю вам приятного аппетита. Нежнее и мягче этого мяса не сыщете. Если кто-то не любит баранину, начинайте с ним работу вот с такого блюда. Съест, пальчики оближет, скажет: дайте мне еще. Все, подходите, будем пробовать.